И поскольку это одно из фундаментальных качеств, которое Господь Чайтанья приводит в 3 стихе своей Шикшаштаки. What does it mean to respect everyone else? А что означает уважать всех? All living beings. Всех живых существ. How do you apply it in a practical way? Как это практически применять? What are the symptoms of respect? Каковы признаки такого уважения? Does somebody get more respect than somebody else? Когда кто-то получает больше уважения, чем другой. Is somebody that doesn't deserve any respect? Означает ли, что есть кто-то, кто вообще никакого уважения не заслуживает? And what about me? А что касательно меня? Because Lord Chaitanya gives two characteristics in relationship to respect: is ready to offer all respect to others, and never expecting respect for myself. Потому что Господь Чайтанья, Он сделает двояко. С одной стороны, мы не должны ожидать почтения к себе и быть готовы оказать все почтение другим. What does that mean? Что это означает? To not expect respect. And shouldn't it be some respect? Не ожидать почтения к себе, а может быть какое-то уважение все-таки надо ожидать. Does it mean that everybody's entitled to disrespect me? Означает ли то, что все имеют лицензию, как бы право меня не уважать? And I should just accept that everybody is entitled to disrespect me, and I'm going to just continue as is. Означает ли то, что все не будут меня уважать, а я буду просто принимать это, как оно и есть? And there are many references, and I'm definitely not going to be able to cover them all today. И есть много цитат на эту тему, и, конечно же, сегодня я смогу все эти цитаты привести. But I did want to at least cover some of them. Но некоторые из них попытаемся обсудить. And my intention for discussing this topic is because I've personally observed disrespect many times in various venues. Disrespect. I've personally observed disrespect. Потому что я сам лично видел о том, как не уважают в самых разных местах, самых разных людей. And sometimes it's painful. Иногда это очень больно. When I see not disrespect or improper respect being offered to others. Когда других людей не уважают или оказывают им недостаточное уважение. In fact, we've even cited many times, which maybe I'll include today in my presentation. И на самом деле мы много раз цитировали эту цитату, которую, может быть, сегодня тоже включу в свою презентацию. How Srila Jiva Goswami defines disrespect as the willful intent of causing pain to somebody else. Бхактиведанты Свами выделяет неуважение как осознанное желание причинить кому-то боль. And he gives that as a different definition for disrespect. И он дает это определение неуважения. And quotes several verses to support his thesis. И он приводит несколько стихов, чтобы поддержать эту идею. And we find also many verses, especially in Chaitanya Bhagavat. Мы также можем найти очень много стихов, в особенности в читании Бхагавата. Declarations which were attributed to Lord Chaitanya himself. Те стихи, которые недавно с тобой вкладывали в слова самого Господа Чайтаньи. There's one says that my devotee never disrespects any living entity and always chants the name Krishna Krishna, then certainly I will deliver him. Одна из них это то, что есть его преданный, который никогда не оказывает никому непочтения и постоянно повторяет Кришна и Кришна святое имя Господа, то я несомненно освобожу такого человека. So, I'm not going to get into all the different quotes now. И я, конечно, не буду сейчас погружаться во все эти разные цитаты. But this is just sort of like giving a general introduction to the topics I would like to be able to cover over the course of the next. I don't know what time does this go to? 1:45? Во сколько будет заканчиваться расписание? Can somebody tell me what time this is? You know, 1:45? Okay. До без 15:02. То есть мы постараемся за это время, по крайней мере, что-то поговорить на эту тему. And I'm going to read
from Srila Bhaktivinoda Thakur. Я буду читать, что сказал Шрила Бхактивиданта. And where he describes in his explanation of the verse, Trinadati Sunyuchina, he describes what's manada mean. И он в своем объяснении слова манада и слова Тринадати Суничина, манина манадина, да, он объясняет, что означают эти слова манада. Now, manada means to offer respect to others. Манада означает уважать всех. And one who offers respect to everyone is the symptom of a devotee who chants without offense. Признак преданного, который повторяет без оскорблений, это то, что он уважает всех. This is one of the symptoms. Это один из признаков такого преданного. Now, of course, as soon as we hear that, I know in my mind how it works. We start calculating, well, that's for somebody who chants without offense, but I'm not such a person. И как это работает, когда мы слышим такие цитаты, по крайней мере, как работает мой ум, то что, ну да, это слова для тех, кто совершает, повторяет слова, повторяет святые без оскорблений, какое-то отношение имеет к ним. But Bhaktivinoda Thakur covers that also here in this explanation. Но Бхактивиданта Тхакур, он также объясняет это, далее. We'll get to that. Мы к этому еще придем. So the second is that the symptom of a devotee who chants without any offense. Итак, это признак преданного, который не совершает, повторяет святые без оскорблений. He is never envious of anyone. Он никогда никому не завидует, не враждебен никому. He understands that all living entities are eternal servants. Потому что он понимает, что все живые существа – это вечные слуги Кришны. Fourth is that he pleases everyone with sweet words. Четвертое – это то, что он удовлетворяет всех сладкими словами. Fifth is his exemplary life brings benediction to the whole world. И пятое – это то, что его образцовая жизнь приносит благо всему миру. That in itself partially answers the question that may arise in somebody's mind, well, I don't chant without offenses, so that's not me. И это частично отвечает на вопрос, который может проникнуть в наш ум, то, что я же не повторяю без оскорблений, значит, это все не относится ко мне. But then there's somebody who chants without offenses and who offers respects to everybody and whose example is a benediction for the whole world. Но есть кто-то, кто повторяет без оскорблений, кто оказывает почтение всем, и кто таким образом приносит благо всему миру. Now, why is this example a benediction for the whole world? И почему этот пример будет благословением, благом для всего мира? Because anyone who teaches by their example is definitely meant to show others what is proper behavior. Потому что каждый, кто учит своим собственным примером, он тем самым проповедует людям о том, как надо вести себя. That is one of the definitions of Acharya. He teaches by his example. Это одно из определений ачарьи, тот, кто учит своим примером. As it's been said of Haridas Thakur, some people preach, but they don't behave properly. Some people behave wonderfully and don't preach, but you embody both wonderfully. Как это было сказано у Харидаши Такури, потому что какие-то люди, они проповедуют, но не ведут себя правильно, кто-то ведет себя правильно, но не проповедует, но ты, Харидаш Такури, ты делаешь и то, и другое. Therefore, Haridas Thakur's example is a benediction for the whole world. Поэтому пример Харидаш Такура – это благо для всего мира. And we actually find when we read the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur, many times he uses Haridas Thakur as an example. Если мы почитаем Бхактивиданта Такура, то много-много раз мы увидим то, как он много раз приводит в пример именно Харидас Такура. How he was so tolerant, Как он был очень терпелив, how he was so compassionate, как он был сострадательный, how he was so determined. как он был полон решимости. So we could cite all the different references of Bhaktivinoda Thakur that given about Haridas Thakur. И мы можем видеть столько много цитат о Харидасе Такуре, которые приводит в своих трудах Шрила Бхактивинода Такур. But those examples are a benediction for the whole world. Но такие примеры являются благом, благословением для всего мира. And sometimes we see the Lord even puts his devotees who are so elevated into situations like that just because he wants those examples to be seen by others. И мы видим о том, как иногда Верховный Господь ставит своих очень-очень возвышенных преданных в такие сложные ситуации,
чтобы на их примере показать, как надо вести себя всем остальным. That's a benediction to have such examples. И это благословение иметь такие примеры. To have such examples to hear about. Такие примеры, о которых мы можем слушать. Of course, if we can see such examples, certainly that also helps. И, конечно, если можем воочию видеть такие примеры, конечно же, даже поможет. But even if we don't see such examples, но даже если мы не видим таких примеров, still we should know that what is the example we should try to come to. Но, по крайней мере, мы должны знать, какова планка, каков идеал того примера, к которому мы должны стараться стремиться, чтобы вести его. Just like recently I was meeting with a group of devotees in Minsk. Как недавно я встречался с группой преданных в Минске. And we were speaking how Srila Prabhupada set the bar for proper behavior. Как Шрила Прабхупада установил планку правильного поведения. He set the bar not only for proper behavior by his example, but also for his instructions. Он установил эту планку правильного поведения не только своим личным примером, но также своими наставлениями. And the standards that he expected from his followers. И он установил стандарты, которым он ожидает должны следовать его последователи. And we were making the point that Srila Prabhupada set the bar. This expression, set the bar, means he set the goal that we should all try to come to. И поэтому мы говорили, что Прабхупада установил эту планку, то есть он сам поставил ту цель, к которой все мы должны стремиться. And those who are his true followers should not try to lower the bar. И его истинные последователи должны стараться понижать эту планку. It's not our position to lower the bar. Это не наше дело уменьшать эти стандарты. It's our position to represent Srila Prabhupada. Мы должны стараться представлять Шрилу Прабхупаду. And even if we can't come to that standard, И даже если мы не можем подняться до такого стандарта, and actually an advanced devotee thinks he can never come to that standard. на самом деле возвышенный преданный, даже возвышенный преданный никогда не будет считать, что никогда не смогут подняться до такого уровня. But he's always trying. Но он всегда стремится к этому. He's always trying. He's Всегда always стремится. feeling himself to be meek and humble, Всегда чувствует себя кротким и смиренным, have no good qualities. что нет никаких хороших качеств. He's always striving to become a better devotee. Но он всегда стремится к тому, чтобы стать лучшим преданным. And therefore, such personalities are benedictions to the world because they display by their qualities what does it mean to be a better devotee. И поэтому такие преданные, они приносят благо всему миру, потому что своим примером они показывают, что значит развить хорошие качества, что значит стать лучше. So, we said that his exemplary life brings benediction to the whole world. И как мы сказали, что пятое качество это то, что его совершенная жизнь, This is still going down. что его совершенная жизнь приносит благо It's всему still миру. going down. Всем падает вниз. He offers his respect to distinguished personalities and learned Brahmins. Этот человек уважает особо выдающимся личностям и ученым брахманам. He offers respect to the demigods with utmost humility. Он уважает с величайшим смирением, оказывает почтение полубогам с величайшим смирением. Praying to them to increase his devotion to Lord Krishna. Он молится им, чтобы они увеличили его преданность Господу Кришне. To elevated Vaishnavas and pure devotees, he offers services with heart and soul. Возвышенным вайшнавам и преданным он служит всем своим сердцем и душой. So, this is how he offers respect. Вот так вот надо уважать. Now, there's another quote I wanted to speak from, Есть еще одна цитата, которую я хотел бы привести. which is also spoken by Srila Bhaktivinoda. Тоже цитата Бхактивиданты Гуру. And that is different statuses of respect. Это разные уровни уважения. He says that respect is applied to everyone according to their status. Он говорит о том, что нужно уважать каждого в соответствии с положением, которое занимает этот человек. Now, of course, as soon as we hear status, then our mind has a tendency to think, are we going to start labeling people?
И как только мы слышим это слово «статус», «положение», то сразу ум начинает возмущаться, да что мы сейчас будем людям какие-то такие ярлыки вешать, кто есть кто. Because one of the things that respect means is that we don't try to judge people and label people. Потому что один из аспектов уважения – это то, что мы не стараемся судить людей и вешать на них ярлыки. But a Vaishnava has to be discriminated. Но вайшнавы должны проводить различия. Especially if he's not on the platform of Bhagavad-Gita. В особенности, если он еще не достиг уровня Махабхагавата. And Bhagavad-Gita doesn't discriminate. Потому что Махабхагавата не проводит различий. He sees everybody serving Krishna except himself. Он считает, что все служат Кришне, кроме его самого. That's his elevated status. Вот это такого возвышенного He's положения. so elevated that he sees everybody perfectly serving the Lord. Такого человека, он настолько возвышенный, что считает, что все совершенным образом служат Господу. But he feels himself utterly incapable of being able to serve the Lord. Но он считает себя полностью неквалифицированным по-настоящему служить Господу. Because he feels he has no devotion in his heart. Потому что он чувствует, что в его сердце нет никакой преданности. So the Mahabhagavata, he doesn't discriminate. Поэтому Махабхагавата не проводит различий. But as we know that a Mahabhagavata, even if he wants to preach, if he's actually wants to, is a ghostly anandi and not a bhajana anandi. И мы знаем, что тем не менее Махабхагавата, если они хотят проповедовать, если он Махабхагавата по-гошке ананде, а не баджана ананде, He has to discriminate. ему приходится проводить различия. If he doesn't discriminate, how can he preach? Потому что если не будет проводить различия, как он сможет проповедовать? Who would he preach to if everybody's serving Krishna except himself? Кому он будет проповедовать, если он будет видеть то, что все служат Кришне, кроме его самого? And why would he preach to them? И зачем ему тогда проповедовать, да? So in order to preach, he has to discriminate. He has to come down. И поэтому, чтобы проповедовать, ему необходимо спуститься вниз и начать проводить различия. His discrimination is that he sees the Lord, he worships the Lord. И он проводит различия, он видит Господа и поклоняется Ему. He sees the devotees, he makes friends with devotees. Он видит преданных и дружит с ними. He sees the innocent, and he preaches to the innocent. Он видит невинных и проповедует им. The innocent are those who are misled by atheistic propaganda. Невинные – это те люди, которые введены в заблуждение атеистической пропагандой. And the atheists, upeksha, neglect. Но по отношению к атеистам, упекша, он ими пренебрегает. So he also has to discriminate. Madhyama Adhikari has to discriminate. Не общается с ним, поэтому Мадхьяма Адхикари, он должен проводить различия. And even amongst devotees, he has to discriminate. И он должен проводить различия также между преданными. Because he's supposed to worship with love, with his heart, and serve those whose hearts are completely devoid of the propensity of criticizing others. Потому что подразумевается, что он должен со всем сердцем и душой служить тем преданным, в сердце которых полностью искоренена склонность к тому, чтобы критиковать кого-то другого. Rupa Goswami has given an Upadeshamrita that we offer respect from a distance of a person who's chanting Hare Krishna, but whose behavior may not necessarily be so bhakti. В Упадешамрите Рупа Госвами, он дает нам наставление, что если мы видим человека, который повторяет Харе Кришна, но при этом он не ведет себя совершенным образом, пака, то мы уважаем этого человека, но на расстоянии. So we offer respects to them. Мы их уважаем, Don't get too close. но слишком близко с ними не соприкасаемся. To those who are more fully engaged, По отношению к тем, кто более полно занят, then we offer obeisances directly to them. к сожалению, можем им кланяться прямо. And offer them a different level of respect than we offer to those who are just chanting Hare Krishna. И можем больше их уважать, чем тех, кто просто как-то повторяет Харе Кришна. And he says that those whose hearts are completely devoid of the propensity of criticizing others and who are always engaged in devotional service, we should faithfully hear from them and serve them. И он говорит, что по отношению к тем людям, которые полностью заняты преданным служением, кто полностью искоренил в своем сердце желание критиковать кого-то и завидовать кому-то, то таким людям нужно служить всем сердцем и душой и слушать о том, что они говорят. So we have to discriminate. Поэтому мы должны проводить различия. But even though we discriminate in terms of those
whose respect gets more than another person within ourselves, we discriminate. И то есть нам приходится проводить различия по отношению к тем людьми, вот, по отношению к кому можно разные уровни уважения проводить. But we should also be very careful to not start labeling everybody. Но надо быть очень осторожным, чтобы не начать вешать на людей ярлыки. And then speak to everybody what everybody's label is according to our perception. И говорить всем о том, вот, каково наше положение каждого в соответствии с тем, как мы это воспринимаем. То есть говорить о тех ярлыках, которые мы навесили на разных людей. We have to learn how to discriminate. Нам нужно научиться тому, как проводить различия. But does that mean that we start a whole propaganda campaign saying, I'm going to teach you how to discriminate? He's not an advanced devotee. Означает это, что мы сейчас целую пропаганду там начнем, целую кампанию пропагандистскую, то, что я всех научу вот, о том, что вот этот человек, он не настоящий преданный. Why is he not an advanced devotee? Почему он не возвышенный преданный? Well, he said this to me. Ну, он сказал мне вот это, вот это, вот это. I was offended by him. И он меня обидел, сказал мне. We can think of so many different things we can start spreading about other people. Ну, то есть мы можем вот таким образом как-то какие-то вещи говорить о других людях. Of course, this is a whole other topic. И, конечно, это полностью другая тема обсуждения. I could speak on this topic for several days. Я могу несколько дней подряд говорить на эту тему. And I have spoken on this topic for several days. И я уже говорил днями напролет на эту тему. The topic about when to speak about others and when not to speak about others. На тему, когда надо говорить о других и когда не надо о других говорить. Bhaktivinoda Thakur gives so much detail about when to speak about others. Ученик такой приводит столько много деталей касательно того, когда надо говорить о других. But to summarize it, basic principle is we should try to avoid speaking about others in a condescending way. Но главный вот принцип, вывод из этого всего, это то, что нужно стараться избегать говорить о других так немножко свысока, то есть осуждая их. Did you understand that? То есть свысока так говорить, что я тут все знаю. Anyways, if I go there, I won't be able to continue with respect. Но если я пойду в этом направлении, начну это обсуждать, то я уже не смогу говорить ничего о уважении. But the point is that we have to learn ourselves whom to give a greater level of respect to. Но мы должны сами понять для себя, кому нужно оказывать более высокий уровень уважения. And if we need help, если нам нужна в этом помощь, there's nothing wrong in having a confidential conversation with somebody we respect. Ничего плохого нету, чтобы поговорить по душам с кем-то, кого мы не уважаем. That's one of the bases of exchangeable love. Это один из признаков любовных отношений. Rukovadyaccva Swami says that loving exchange is that we inquire confidentially and we reveal our mind in confidence. Любовные отношения, один из аспектов, то, что мы сокровенно спрашиваем человека и открываем свое сердце этому человеку. So there's nothing wrong with having a confidential conversation with somebody we respect and trust about our perception of someone else. То есть у нас, здесь немножко не точно переведено, у нас нет ничего плохого, чтобы мы могли пойти к кому-то, кому мы доверяем, и мы могли бы поговорить с ним о том, как мы, может быть, неправильно относились к какому-то другому человеку, кого мы не можем уважать. But it's confidential. Но это должно быть сокровенно. Because we're trying to make a decision ourselves on who to associate with closely and to reveal our mind in confidence. Потому что мы должны понять о том, с кем мы можем близко общаться и кому мы можем открывать свой ум. So we speak confidentially to somebody else. Можно ли с этим человеком общаться или нет, поэтому можем подойти к кому-то другому, кого мы уважаем, и спросить у него. So I'm giving different examples of why sometimes it's necessary to discriminate. Я привожу вам разные примеры, почему иногда нужно проводить различия. Devotional service means to learn how to discriminate properly. Преданное служение означает то, что мы должны научиться тому, как правильно проводить различия. It's not all one. Не все едино. You'll hear again and again in teachings of Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, instructions that are given that teach us how to discriminate.
Снова и снова, читая Чаритамриту, читая Бхагавати, мы можем увидеть наставление о том, как надо проводить правильное различие. Just like when Lord Chaitanya was instructing Rupa Goswami. Как, например, когда Господь Чайтанья давал наставление Рупе Госвами. He was instructing him how to discriminate. Он говорил ему о том, как проводить различия. He said that when the bhakti lata, the bija, is planted in the heart, Он сказал, что когда Бхакти-лата биджа, она попала в сердце человека. what is the bhakti lata bija? И что это такое Бхакти-лата биджа? It's the seed of faith in pure in bhakti, in pure devotional service. Это семя веры в чистое преданное служение. When that seed of faith is planted in the heart, Когда это семечко веры посеяно в нашем сердце, if one wants to water it, если if one wants it to grow, человек хочет, чтобы оно проросло, he has to water it. он должен его поливать. So Lord Chaitanya says you need to water that seed. И Господь Чайтанья говорит, что тебе нужно поливать это семя. And he specifically says that the seed needs to be watered. Those topics which are nourishing the seed of faith and pure devotional service. И Господь Чайтанья в особенности подчеркивает, что поливать нужно слушанием о темах, которые увеличивают нашу веру в чистое преданное служение. So therefore you have to discriminate. Поэтому нужно проводить различия. What's nourishing the seed of pure devotional service and what's nourishing the karma beach, the jnana beach, the mukti beach. Какие темы для обсуждения они будут питать наше семя чистое преданное служение, веру в это, и какие темы будут питать нашу карма биджа, гьяна биджа, йога биджа и так далее. And then he also says that when you water the seed, И он также говорит, что когда вы поливаете это семечко, the weeds grow. Растут и сорняки. And the weeds grow faster than a devotional plant. И обычные сорняки, они растут быстрее, чем лианы преданности. And anybody who knows about gardens knows that if you don't do something about those weeds, they're going to destroy your whole garden. И каждый, у кого огород, он знает, что если эти сорняки не вырывать, они все за собой заполонят, они все уничтожат. Does it mean that when you're watering your garden, you say, "Oh, look at those weeds; they're growing so nicely"? Значит ли это, что когда вот вы ухаживаете за своим огородом, за садом, и вы смотрите, вау, вот это да, такие сорняки так классно растут. And I'm struggling to get my vegetables to grow. Мне так трудно вырастить мои овощи. Maybe I should water the weeds. Надо, наоборот, сорняки поливать. Well, what are you going to get from weeds? То что мы получим в результате от этих сорняков? Just more seeds Еще больше семян, of more weeds. еще больше сорняков просто. If you want the fruits and the vegetables, you have to discriminate. Если вы хотите, чтобы выросли фрукты и овощи, нужно проводить различия. And therefore, Lord Chaitanya told Rupa Goswami, you have to discriminate between what is a weed and what is a devotional plant. И поэтому Господь Чайтанья говорит Рупа Госвами о том, что нужно проводить различия, где овощи и фрукты, а где сорняки. You have to know the difference. Нужно проводить различия, знать, в чем они отличаются. If you don't know the difference, you may be watering and watering and watering, and what's happening is the seed of material desires is flourishing. Если вы не знаете, то вы будете поливать, и в конце концов будут процветать только семена материальных желаний. And when the seed of material desire flourishes, eventually it chokes the devotional plant. И когда эти семена материальных желаний будут процветать, то в конце концов они задушат просто лиану преданности. I have to know what the weeds are. И поэтому нужно знать, где сорняки. I also have to know what is not bhakti. Мы тоже должны понимать, чем бхакти не является. Not just what is bhakti, but I also have to know what is not bhakti. Не просто что такое бхакти, но также знать, что такое, чем бхакти не является. If I don't know what is not bhakti, then how can I discriminate? Если я не знаю, чем бхакти не является, как я смогу проводить различия? In fact, one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disciples said about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Как один из учеников, на самом деле, Шрила Бхактисиддханта Свами, он однажды сказал что-то о самом Шрила Бхактисиддханта Свами. He said that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spent gallons and gallons and gallons of blood explaining what is not bhakti. Он сказал то, что Шрила Бхактисиддханта Свами он потратил литры крови, объясняя, чем бхакти не является. Because people don't know they don't know what to discriminate. What is bhakti? What is not bhakti? So therefore, Bhaktivinoda Thakur, sometimes the spiritual master has to instruct in such a way and say, that is not bhakti.
так как люди, если не будут понимать, в чем различие между бхакти и бхакти, то они не поймут, и поэтому Бхактивиданты и наши духовные учителя часто они говорят о том, чем бхакти является, а чем бхакти не является. And Bhaktivinoda explains in Sri Bhakti Loka that is one time, or that is an instance when somebody can speak about others. И Шрила Бхактивинода в Бхакти-логе он объясняет о том, что есть как бы возможность для того, чтобы говорить о других. When a spiritual master has to make a point to his disciples so that they know this is not bhakti. Чтобы когда духовный учитель хочет подчеркнуть своим ученикам, что вот это вот бхакти не является. And he gives 3 examples. Он приводит 3 примера этому. The first example is when he speaks in general. Первое это когда духовный учитель говорит в общем. What are the symptoms of attached householders? В чем признаки привязанного домохозяина? You're simply interested in sleep at night, sleep and sex at night, and making money during the day. Он хочет только спать по ночам и заниматься сексом, а днем зарабатывать себе деньги. Didn't speak about anybody in particular. Он не говорит ни о ком конкретно. But he said, this is what an attached householder is. Но он говорит, что вот это вот привязанный домохозяин. He has to. Sometimes in order to make a point, he has to say, this is not bhakti. Иногда, чтобы подчеркнуть, ему приходится говорить, что вот это вот бхакти не является. Then he gives a second example. Затем он приводит второй пример. The second example he gave was when Lord Chaitanya was very disturbed by the behavior of Jotaharidas. Второй пример, это когда Господь Чайтанья был очень-очень обеспокоен поведением Чхота Харидаса. He didn't say his name. Он имя его не произнес тогда. He said, but Lord Chaitanya made a statement, he said, my mind becomes so disturbed. Но приводит слова Господа Чайтаньи, когда Господь Чайтанья говорит, что мой ум настолько обеспокоен. I cannot tolerate a person who's taken to the renounced order of life, but who intimately associates with a woman. Я не могу даже думать о человеке, который принял отреченный уклад жизни, но при этом тайно общается с женщиной. So he went on to explain how disturbing it was. И ему пришлось объяснить о том, насколько его это беспокоит. Didn't mention his name. Или он не привел конкретного человека. But he made the point very clear. This is not good example. Но он очень ясно сказал, что вот это не хороший пример. And he made that point for his other renunciates, his other renounced disciples to understand this is not a very good example. И он приводит пример для остальных своих учеников, которые были в отреченном укладе жизни, что вот это плохой пример. The third example he gives. И третий пример он приводит. The third example he gives us of Maharaj Vena. Он приводит пример Махараджи Вены. He speaks directly about Maharaj Vena. Он прямо говорит о Махараджи Вене. And the Bhagavatam states very clearly. И в Бхагаватам ясно говорится. What were the qualities of Maharaj Vena? How he was so envious of other living entities and wanted to cause others suffering. О том, насколько Махараджа Вена себя неправильно вел, он завидовал всем живым существам и хотел причинить им только страдания. So Bhaktivinoda says these are different instances when a spiritual master, when instructing his disciples or dependents, may have to speak about others in order to teach what is not bhakti. Итак, Бхактивиданты такой приводит, то, что есть разные ситуации, в которых духовный учитель может говорить своим ученикам, чтобы дать им понять, что вот эти вот вещи бхакти не являются. He said, but in general, we should be very careful when speaking about others. Но обычно он говорит, что мы должны быть очень осторожны, когда мы говорим о других. He says that those who speak about others out of envy, out of pride, Он говорит, out of hatred, те, кто говорят о других из враждебности, из зависти, из гордости, из ненависти к ним. he said they are offenders to Bhakti Devi. Он говорит, что такие люди становятся оскорбителями Бхакти Деви. And their minds can never be peaceful. И их ум никогда не будет удовлетворен. Never be peaceful. Никогда не будет спокойным. Because they're just so absorbed in speaking about others. That's one of the anarthas. This is to find fault in others. Потому что они настолько погружены о том, чтобы говорить о других. Это одна из анарт, искать недостатки в других. There are different types of anarthas that explaining which are obstacles in our chanting of the pure holy, chanting of offenseless chanting. Приводится много разных
список разных ананд, которые становятся препятствиями к тому, чтобы мы могли без оскорблений повторять святые имена. One of them is to be attached to objects that have no connection with Krishna. Первое из них – это быть привязанным к тем вещам, которые не связаны с Кришной. Actually, it's called Hridaya Dalbaya, weakness of heart. Называется Хридая Дурбалья, слабость сердца. And there are 4 types of Hridaya Dalbaya. Есть 4 вида Хридая Дурбалья. One is to be attached to objects that have no connection with Krishna. Первое – это быть привязанным к вещам, которые не связаны с Кришной. Second is to cheat others and to find fault. Второе – это обманывать других и искать их недостатки. The third is to be envious. Третье – это завидовать другим. And the fourth is to desire prestige. Четвертое – это желать славы, почета, какого-то престижа. So Bhaktivinoda Thakur says, many times we see people speak about others out of envy, out of desire for prestige, or a propensity to find fault. И Бхактивиданта Тхакур говорит о том, что часто мы можем видеть о том, как люди говорят о других из зависти, из желания занять какое-то выгодное положение или же чтобы найти их недостатки. And therefore they are offenders to Bhakti Devi. И поэтому они становятся оскорбителями. And their minds can never become peaceful. И их ум никогда не успокоится. So we should be very conscientious about speaking about others. Поэтому мы должны очень внимательно избегать того, чтобы не говорить о других. Because as we said, one of the symptoms of disrespect, Потому что говорит, что одним из признаков неуважения, and this point is made clearly by Srila Jiva Goswami in Bhakti-Siddhanta. и в Бхакти-Сиддханте Шрила Джива Госвами очень четко это подчеркивает. He says the symptom of disrespect Признак неуважения, он говорит, is to willfully cause pain. это осознанно причинять боль другим живым существам. And he quotes the verse from the 11th canto of the Bhagavatam. И он приводит стих из 11 песни Шримад Бхагавата. That sharp arrows that pierce the chest and reach the heart Что острые стрелы, они проникают в сердце, are not as painful as the arrows of insulting words spoken by a materialist. эти стрелы, они пронзают сердце человека, но они причиняют не такую боль, как слова, как обидные слова людей, Which pierce the heart которые не просто пронзают наше сердце, and become lodged in it. но они укореняются там, это как стрела с гарпуном, они остаются там. Srila Jiva Goswami says it's more painful. Шрила Джива Госвами говорит о том, что это более More painful than an arrow that reaches the heart is the arrow of insulting words that enters the heart and becomes lodged in the heart. Он говорит, что больнее все стрелы, которые пронзают наше сердце, являются стрелы таких обидных слов, да, произносимых с враждебностью, которые не просто протыкают сердце, они остаются там. That's what an insult does. Вот к этому приводит You оскорбление. insult somebody because why? You want to cause them pain. Вы обижаете кого-то, почему? Потому что вы хотите причинить ему боль. I want to see his pain. Я хочу, чтобы ему больно было. One of the reasons why somebody have for insulting somebody. Каковы могут быть причины, почему мы можем кого-то обижать? Of course, if he's in the position of a spiritual teacher, sometimes he may have to instruct, to correct. Иногда, конечно, когда кто-то занимает положение духовного наставника, ему приходится давать наставления, чтобы поправить человека. But there's a difference between a surgeon who uses a knife for surgery and a materialist who uses a knife to cause pain. Есть большая разница между хирургом, который использует нож для того, чтобы провести хирургическую операцию, и материалистом, который тот же самый нож использует, чтобы причинить боль. The surgeon is supposed to be thinking of the welfare of his patient. И хирург, он подразумевается, он заботится о благе своего пациента. And he should know what he's doing with that knife also. И он также должен знать, как именно этот нож использовать правильным образом. It's not that, oh, I don't know, but I've read about it in the books and I'm going to start cutting and see what I find. Не так, что просто, вот я книжек начитался о том, как надо резать людей, и буду использовать. You should know what he's doing with the knife. Нет, он должен знать, как именно надо пользоваться. If he's a good surgeon, he knows what he's doing with the knife. Если он хороший хирург, он знает, как правильно пользоваться, как резать. He's healing the person. И тем самым он вылечивает людей. And of course, the ability of the person to be healed also is another qualification of the surgeon. He has to know how well he can respond to the surgery. И также одна из квалификаций хирурга это то, что он должен быть способен знать, как повлияет на его пациента вот эта операция, как он это воспримет. Just like recently, my sister was supposed to get a surgery, but the surgeon did some tests and said,
you're not going to respond well to the surgery. I think we'll not do it. Как моя сестра, она должна была идти на операцию, и хирург, он позвонил ее, взял анализы и сказал, что нет, мы не будем проводить эту операцию, потому что она на тебя плохо повлияет. So the surgeon has to know how will the patient respond to the surgery. И поэтому Qualifications of being a good surgeon. И поэтому квалификация хорошего хирурга – это то, что он должен знать, как повлияет эта операция на его пациента. And this, of course, is analogous to like a Vaishnava who's free from envy. И это также связано, это параллельно как бы с аналогией Вайшнава, который свободен от зависти. And because he's free from envy, he knows how to instruct others in such a way that others can hear. И поскольку он свободен от зависти, то он знает, как правильно давать наставление другим, так, чтобы они услышали его. But if he's envious, if he's hating, Но если он завидует другим, если он ненавидит их, если он гордится, then Jiva Goswami says this is more painful than an arrow that pierces the chest and reaches the heart. но если он завидует другим, если он хочет им причинить боль, то Джива Госвами говорит, что это более болезненно будет, чем стрелы, которые проникают в сердце. Нет, эти стрелы этих слов, они останутся в сердце. Therefore, Vaishnava doesn't insult because a Vaishnava doesn't want to cause pain. И Вайшнава не хочет никого обижать, потому что не хочет никого причинять боль. One of the symptoms of man that we just quoted, offering respect to others, is he always speaks sweet words to others. Один из признаков того, кто оказывает почтение другим, как мы уже это прочитали, это то, что он всегда сладко говорит по отношению к другим. He doesn't want to cause pain, he speaks sweet words, doesn't want to cause offense. Он не хочет никого оскорблять, причинить кому-то боль, он всегда говорит сладко. That's respect. И это уважение. Everybody. Он всех уважает. Now, as we said, there's different statuses of respect. Ну, как мы сказали, что есть разные статусы уважения. And I'm not even getting close to the number of quotes I wanted to read today. Я даже еще не подошел к тому списку цитат, которые хотел вам всем прочитать. I can see this could be easily a seminar I could speak for many days. Я понимаю, что с этого всего может вырасти большой семинар на тему, которую... But I didn't realize it when I started, so forgive me. Ну, простите меня, пожалуйста, я не понял то, что это слишком... Here are different statuses of respect. Итак, есть разные статусы уважения. Okay? That proper respect should be given considering the person's status. Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Shikshamrita. Читание Шикшамрита Бхактивиданты Свами он говорит, что правильное уважение нужно делать в соответствии со статусом человека. This is called Maryada. И это называется, он говорит, Марьяда. Not giving proper respect is considered a great fault. Не приводить правильное уважение считается большим недостатком. One should give respect to all human beings, Нужно уважать всех живых существ. but should give more respect to a man with a position. Всех людей, прошу прощения, но больше нужно уважать человека, который занимает положение. Most respect should be given to the devotee. Самое большое уважение нужно оказывать преданным. The following is the order. И дальше приводится как лестница от уважения. Now he's going to give more details of the order. И он больше ступенечек делает разных уровней уважения. Different statuses. Разные статусы. He says that respect to humans. Первый говорит, что уважайте людей. First level. Первый уровень. Уважать просто всех людей. Respect to humans. Respect to humans means we don't cause them pain willfully. Уважать людей значит то, что мы осознанно не причиняем боль. Respect them. Уважение. Although sometimes we have to, again, criticize, but we should know how to apply it properly. И, конечно, как мы говорили, мы должны иногда критиковать, но мы должны знать, как правильно это делать. I was just reading, where was it? 4th canto of the Bhagavatam, chapter 22. Pitu Maharaj. Kumar, right? Притху Махарадж, он обращается к 4 кумарам, 4-я песня, 22 глава. And Prabhupada was saying that he was explaining what are the different qualities of a devotee. И Прабхупада, он в комментарии, он перечислял разные качества настоящего преданного. And Prabhupada says that a devotee doesn't criticize others' religions. И одно из них это то, что преданный не критикует религию других людей. He says that by criticizing others' religions, his mind simply becomes disturbed. Он говорит, что если будем критиковать другие религии,
Это приведет к тому, что ум станет беспокойным. If their religious, and he says, if their religious system may not be on the same platform, then we should at least respect them and encourage them to follow their religious system so that they can gradually come to understand it's a higher standard. И он говорит, что даже если какая-то религия не является высшей, то тем не менее мы должны не критиковать эту религию и наоборот вдохновлять людей, чтобы они следовали своей религии, чтобы они постепенно могли прогрессировать на таком Prabhupada was usually quite good with that. Обычно Прабхупада, он по-хорошему ко всем религиям относился. Prabhupada, like sometimes devotees I've often heard this example. И я часто слышу пример, который приводится к связи. When the devotees would want to hear Srila Prabhupada speak about some other yogis or some other religionists or something like that. Когда преданные спрашивали, чтобы мнение Шрилы Прабхупады о каких-то разных йогах или каких-то других религиях, Prabhupada would say, he would ask, oh, what is their philosophy? Прабхупада обычно переспрашивает преданных, хорошо, а какова его или их философия? He'd make the devotees explain what the philosophy is. И он просил, чтобы преданные объяснили ему философию этих людей и Then религии. he would tear apart the philosophy. И просто порвал это все, вот эту философию на части. But he would never mention the name. Полностью опровергал ее, но никогда не переводил на личность. Didn't directly criticize, but he would tear apart the philosophy. Никого не критиковал прямо, просто философию уничтожал вообще. He did that many times. Много раз это делал. That's one example. Это один из примеров. Anyways, Так или иначе. first, respect to humans. Первое, уважайте людей. Respect to those who are civilized. Уважайте цивилизованных людей. Civilized humans, higher level. Цивилизованных людей, повыше планка. Because there are also some Dvipadapashas. Потому что есть люди, которых называют Двипадапаши. There's Dvipadapasha, which is two-legged animals. Это просто двуногие животные. Prabhupada used to say what distinguishes a human being from an animal. Прабхупада обычно говорил о том, что отличает человека от двуногих And животных. he said what distinguishes a human being from an animal is a human being has religion. И то, что отличает, это то, что у людей есть религия. So more respect is the human who's civilized. Поэтому больше уважаем людей, которые цивилизованные. Then respect to positions such as a king. И дальше уважать тех, кто имеет положение такое, как положение царя. Respect to the educated, such as a pundit. Дальше уважайте образованных, таких как пандиты. Respect to a person with good qualities. Dальше уважайте людей, у которых есть хорошие качества. Especially the Brahmin, the sannyasi, and the Vaishnava. Особенно брахманов, санньяси и вайшнавов. Because persons may have many good qualities, and we should respect the person who has good qualities. Поэтому, поскольку у человека могут быть много хороших качеств, мы должны уважать таких людей. They might not necessarily be on the most elevated platform of devotional service, but they may demonstrate good qualities. Они могут еще не находиться на максимально высокой стадии чистого преданного служения, но они могут проявлять хорошие качества. So next is the respect with a person with good qualities. И поэтому больше мы почтение оказываем тем, у кого есть хорошие качества. Then next level status is respect according to varna, such as Brahmin. Respect according to ashram, such as the sannyas. И следующее – это уважать в соответствии с варной, такой как, например, брахмана больше, или же в соответствии с ашрамом, как, например, мы больше уважаем санньяси. And what is the highest? Что такое самое-самое высшее? What is the topmost? Что самое высшее среди всех вот, статусов уважения? Is respect to devotion. Последнее, высшее – это уважать преданность. Wherever there is devotion, that gets the greatest respect. Где бы ни было преданность, в этом случае мы больше всего уважаем. It transcends all other designations. Потому что это превосходит и понимаете все обозначения, Of course, we should know what the symptoms of devotion are. Конечно же, нужно понимать, каковы признаки такой This is going to give respect to devotion. чтобы уважать чистую преданность. But nonetheless, he emphasizes this point that the greatest respect goes to those who are possessed with pure desire to please Krishna. Но так или иначе он говорит, что в большей степени мы уважаем тех, у кого есть чистое желание доставить удовольствие Господу Кришне. In fact, Bhaktivinoda Thakur even explains that when he describes what are the symptoms of a devotee, a sadhu, На самом деле, Бхактивиданты Свами Прабхупады, когда он описывает,
каковы признаки преданного садху. He says that a sadhu is one whose most important symptom or most important quality is his full surrender to Krishna. Он говорит, что садху, преданный, это тот, чье главное качество, это то, что он полностью научил себя Господу Кришне. And because he's fully surrendered to Krishna, he's fully sheltered by Krishna. И поскольку он полностью предался Кришне, то Кришна в максимальной степени дает ему свое прибежище. He said all other qualities that are manifest in such a devotee are secondary. Мы говорим, что все остальные качества, которые проявляются в таком преданном, они вторичны. Prabhupada used to quote the verse in the 5th canto of the Bhagavatam, Yas yasti bhakti bhagavachikinchana sabhaivanai tattva samasate sura, that all the good qualities that are manifest in the demigod, such as knowledge, wisdom, renunciation, are automatically manifest in a person who's engaged in pure devotional service. В этом стихе из 5-й песни говорится о том, что все качества полубогов, такие как мудрость, знание и отрешенность, они проявляются в человеке, который обладает чистой преданностью Верховного Господа. On the other hand, the non-devotee has no good qualities. С другой стороны, противоположность этому не преданный, не имеет никаких хороших качеств. Bhaktivinoda explains this, and this is chapter 4 of Harinam Chintamani. Бхактивиданта Свами объясняет это в 4 главе Шри Хаrinam Chintamani. He says, he describes what is not a sadhu. Он объясняет, что кем садху не является. First he says, what is a sadhu, what is a devotee, then he says, what is not a sadhu. И первый говорит, что кто является садху, а дальше он говорит, кто садху не является. Krishna Bhakta Vyatita Nahika Sadhuvara Ami Sadhu Bali Hoy Dhamma Avatara. No one is more entitled to be called a sadhu than a devotee of Krishna. Он говорит о том, что никто больше не заслуживает такого права считаться садху, как преданный Кришне. Преданный максимально можно считать садху. But one who says, I am a sadhu, но когда кто-то говорит, что я садху, is the personification of arrogance. Он является просто олицетворением высокомерия. The personification of arrogance is a hypocrite. И наглости. Это просто лицемерие. And a braggart. Braggart, someone who boasts. Braggart. Braggart. Хвостун, да. Or one who tries to profit from his status as a holy man to make a living. Или же это тот, кто пытается получить какое-то благо от того, что он является соответствующим, что его будут считать садху, за то, что он ведет себя как садху, конечно. So here he says, this is a sadhu, devotee, one who's fully devoted to Krishna. This is not a sadhu. Он говорит, что вот это преданный, человек, который полностью предался Кришне, а вот это вот не садху. Anyone who says, hey, I'm a sadhu. Каждый, кто говорит, что смотрите, я садху, you should be respecting me as a sadhu. Поэтому вы должны уважать меня как садху. И как уважение проявляется в этом самом. That's one form of respect. Received by such a so-called sadhu. Вот это одна из форм уважения, которую обычно принимают на свой счет, которую обычно принимают так называемые садху. Offer me your respect. Пожалуйста, вот почтение не принесите, пожалуйста, побольше. Say Balibe Ami Dina Krishna Ika Sharma Krishna Nama Yaramukhi Sadhu Say Jana. On the other hand, one who says, I am lowly and have no shelter other than Krishna. С другой стороны, человек, который говорит, что я падший, у меня нет никакого другого прибежища, кроме Кришны. And on whose lips Krishna's name is always present. И тот, на чьих устах постоянно присутствует, это именно Кришна. Is the truly saintly person. Вот это по-настоящему святой человек. Trina Haiti Hina Bhali Apanaki Jani Sahishnu Tarura Nyaya Apanaki Mani. He knows himself to be lower than a blade of grass and tries to be as tolerant as a tree. Он понимает то, что он считает себя смирением, слабым лежащим на улице, травитке, и при этом он хочет быть терпеливее деревом. Nijata Amani Arasakale Manada Taramoki Krishna Nam Krishna Rati Prada. He asks for no respect for himself while giving honor to all others. Он никогда не требует почтения к себе и при этом всегда уважает всех остальных. Hearing the holy name from such a person
will give you love for Krishna. Если вы услышите из уст этого человека святое имя Кришны, это дарует вам любовь к Кришне. It's 1:45. Итак, 15 минут. Sorry, I Без 15:02. Прошу don't have прощения. time even for questions. Нет времени даже на вопрос. I have to respect the existence of the schedule. Мы должны уважать существование расписания. I have to respect the cooks, to respect the fact that they're hungry. Мы должны уважать поваров, уважать факт того, что вы все хотите есть. And I have to respect what will happen if I go late and things are not going properly because of me. Я должен уважать те события, те последствия, которые придут ко мне, если я буду вести себя неправильным образом, и из-за этого все последствия. So with all due respect to the organizers, I will end here. И поэтому из уважения к организаторам я закончу прямо сейчас. Respect for those who have positions also. It's up on the scale. Помните, там выше немножко стояло уважение к тем, кто занимает какое-то положение. There's humans, civilized humans, and those who have positions. Помните, да? Обычные люди, цивилизованные люди и люди, которые занимают какое-то положение. Okay, thank you very much. Hare Krishna.